Ребята, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать сочные и нежные фрикадельки. А чем отличаются фрикадельки от тефтелей? Размером. Это первое. А второе, в тефтели добавляют рис. В фрикадельки рис не добавляют. Они немного меньше, чем тефтели. Вот это все различие. Ребята, чтобы наши фрикадельки были сочные и нежные, мы взяли говядину и взяли куриный фарш. Куриные бедрышки. А морковку мы будем натирать вот на такой терочке, чтобы она была тонкая, длинненькая. И она вообще быстро разварится вот так. Даже не разварится, она станет мягче, ребята, и нежнее. Ребят, мы начнем с чистки наших овощей. Почистили мы овощи, сейчас мы их тщательно промоем. Ребята, сперва нам нужно сделать зажарку. Поджарить лук, протушить вместе с морковкой. Мы поставили сковородку на огонь, налили 30 мл масла. Ну и сейчас мы быстро нарежем наш лук на четверть кольца. Мы все успеем. Пока масло будет нагреваться, мы успеем лучок нарезать на четверть кольца. Лучок нарезан. Теперь будем натирать морковку. Натрем морковочку и начнем обжаривать лук. Видите, какая получается морковочка тоненькая и длинненькая. Она быстро размягчится и будет мягкая и вкусная в нашем блюде. Масло уже нагрелось. Сейчас будем обжаривать лучок. Лучок не будем спешить переворачивать, пусть он снизу карамелизируется немножко, а потом начнем перемешивать его. Убавим немножко огонь, чтобы он не горел у нас лучок, а именно карамелизировался, ребята. Лук должен тушиться, а не жариться для нашего блюда. Вот сейчас можно уже перемешать. Ребята, лук слегка протушился, сейчас мы можем добавить морковку. И вот мы смешали лук с морковкой. Смотрите, какая красивая морковка у нас получилась. Тоненькая, длинненькая. Ну и будем тушить до мягкости лук и морковку. Посмотрите, какая это красота, ребят. Распарилась морковка, распарился лук. Они уже стали, в принципе, мягкие. И сейчас мы можем добавлять лук-порей. Лук-порей мы будем резать полукольцами. Он придаст дополнительную нотку, дополнительный вкус. Я люблю лук-порей из-за его сладости в блюде. И будем тушить до готовности. Ребята, пока тушится наш лук с морковкой, давайте мы с вами перекрутим наше мясо. То есть бедрышки и говяжий фарш. Ребята, шума не будет. Потому что у меня микрофон отключился, я не обратил внимания, а я озвучиваю уже так ролик. После того, что я его снял. Шума от мясорубки вы не услышите. Перекручиваем фарш на решетке четверка. Значит, один раз бедрышки и 2 раза говядину. Бедрышки мы нарезали маленькими кусочками, чтобы легко проходило в горловину мясорубки. Ребята, мы перекрутили мясо. А сейчас мы еще раз перемешаем зажарку, чтобы она не пригорела. И половину зажарки мы возьмем для фарша. То есть перекрутим его вместе с фаршем. И вот мы перекручиваем нашу зажарку, придать сочность и дополнительный вкус нашему фаршу. И обязательно мы добавим 2 картошечки, перекрутим на мясорубке. Они придадут мягкость и сочность дополнительную нашим фрикаделькам, ребят. Ну и вкус
И заодно остатки зажарки картошечка пробьет в фарш. И все мы делаем, напоминаю, на решетке четверка. Помните, как я вам говорил, говядину мы перебили 2 раза, а курицу 1 раз. Естественно, вобьем яйцо, добавим специи. Ребята, все будет указано под роликом в описании, в граммах специй для фарша. Ну и перемешаем хорошо фарш, чтобы все наши ингредиенты подружились между собой. Чем дольше, ребята, будем вымешивать фарш, тем тефтели наши будут вкуснее и сочные, и ароматные. И желательно его хорошо отбить, ребята. Ребята, мы вымешивали фарш минут 10. Посмотрите, какой фарш монолитный у нас получился. Классный фарш, обалденный запах. То теперь поставим его в сторонку. Пусть отдыхает, пусть наберется сил. А мы тем временем будем готовить нашу зажарку и наши овощи. Ребята, сладкие перцы мы нарезаем на небольшие кусочки, такие, как вам удобно. Когда наша зажарка приготовится, наши овощи, мы половину пропустим через блендер, а половину оставим целыми и перемешаем между собой. Это будет очень вкусно, ребята. Ну вот, поставили опять сковородочку на огонь, нагрели лучок с морковкой, ну и добавляем перчики. Будем обжаривать перчики, даже не обжаривать, правильно сказать, а тушить перцы до мягкости. Вначале я думал помидорки снять кожицу, а потом решил просто натереть их на терке. Разрезал каждый помидорчик пополам и натер на крупной терке. Помидорки натерли все. Сейчас мы их отправим к перчику. Немножко нагреем их. Смотрите, какая-то красота. Цвет, конечно, обалденный. Ну и, естественно, все хорошо перемешаем, ребят. Как всегда, взял овощи в сторону. Сейчас мы будем добавлять наши специи. Специи, как всегда я говорю, раскрываются очень хорошо в горячем масле. Дадим, ребята, специям прогреться секунд 5. Больше не надо, иначе они начнут гореть. Хорошо перемешаем с маслицем, прогреем и вмешаем в наши овощи. И тогда они будут более ароматные. Как уже запахло кориандром и паприкой копченой. Ребята, я всегда в такие блюда добавляю копченую паприку. Эта паприка создает немного запах костра. Немного надо присолить, ребята. И все хорошо перемешать. Добавим немножко масла. И, как всегда, я люблю еще обжаривать томатную пасту. Вот томатная паста. Немножко прожарим ее в масле. Придадим им более дополнительный аромат. И у кого есть изжога, не будет изжоги, ребят. Ребята, вот сейчас мы добавим немного куриного бульона. Мы, когда снимали мясо с четвертей куриных, мы косточки оставили. А с мяса, естественно, сделали фарш, а кости сварили, сделали концентрированный бульон.
Естественно, добавим сахарочек к нашему томатам, томатной пасте. Нейтрализуем немножко кислоту. Ну и все тщательно перемешаем и дадим протушиться, ребята. Протушиться минут 15-20 до полной мягкости наших овощей. Ребята, наши овощи хорошо протушились. Мы сейчас переместим их в сотейник, вымываем сковородку и в этой же сковородке будем обжаривать наши фрикадельки. Если вы обратите внимание, мы половину соуса пробили на блендере. Вначале я думал, и вдруг заработал мой микрофон. Перебить в блендере. А потом подумал, все равно должны ощущаться овощи тушеные, они очень вкусные. Ну и я решил половину перебить в блендере, а половину ставить целыми их. И не зря. Видите, как красиво получилось. Ну вот, ребята, сковородку мы помыли. Нальем 50 мл масла для обжарки наших фрикаделек. Дадим маслу нагреться. И обязательно нужно смочить руки перед тем, как вы будете крутить шарики, чтобы просто фарш не прилипал к рукам. Немножко выбивайте их, чтобы воздух выходил. Ребята, вот такие вот братья-колобки у меня получились. Такие некрасивые. Посмотрите, какая красота у нас получается. Я не буду с вами тут тушиться. Вот так они будут пока отдыхать в соусе и буду ждать своих братьев. Я называю это спа-процедурами. Они должны там все равно тушиться вместе со всеми. В томате, в овощах. Да, ребята, в фарш я добавил сухую петрушку, так как свежей у меня дома не оказалось. Но если у вас под рукой есть свежая, добавьте свежую. А мы продолжаем, ребята, формировать колобочки и закрывать их на сковородке, для того, чтобы все вместе протушить в нашем сотейнике. У меня здесь еще остался перчик и морковочка. Я думаю, сейчас все наши фрикаделечки уложим в сотейник. Наши котлетки готовы с одной стороны. Перевернем их. И такие красивые котлетки получаются. А какой аромат! Какие они будут вкусные. Это блюдо, ребята, можно подавать и с рисом, с картошкой пюре. Картошка пюре будет очень вкусно. Ну вот, все, готовится. И вот, ребята, я нашел у себя в холодильнике еще не умирающий, но на грани баклажан. И решил его тоже добавить в наш соус. Хуже он не сделает, тем более баклажаны я очень люблю. Я нарежу его кружочками примерно полсантиметра, ребят. Так как нарежу перчик и так как нарежу морковочку. За час тушения оно все разместится и будет очень вкусно. Это уже не просто соус будет. Ребята, вторая партия фрикаделек готова.
И я решил, знаете, что сделать? Между каждой фрикаделькой я поставлю баклажанчик. Я думаю, это будет красиво. А сверху перчик, морковочка и помидорчик. Вот такая, ребята, красота у нас получилась. Я все-таки положил между нашими фрикадельками баклажаны. Сейчас я красиво поставлю перчик. Ребята, мы раньше все-таки едим глазами, чтобы это было красиво. Сейчас добавлю помидорчик, мелко нарежу морковку и отправился его сына в магазин за свежей зеленью. Ну не могу я без свежей зелени, ребят. Ну вот, ребята, примерно так все получилось. Сейчас мы дольем бульончик, который я варил. Закроем на минут 50, час до конца приготовления. За 10 минут мы забросим чесночок нарубленный и зелень. Закроем и пусть еще 10 минут познакомится с зеленью и с чесночком. Бульончика добавим и будем тушить. Сейчас добавим бульончик. Ребята, вот мы добавили бульончик. Сейчас, как только появится легкое кипение, обязательно на самый маленький огонек и пусть тушится себе. Вот, ребята, то, что я говорил. Медленно и нежно томится. Запах обалденный. Попробовал соус нежный, настолько вкусный. Все в меру. И специи, и соль, и сахарочек, который я добавил. Медленно должно томиться. Вот так, ребята. И не шикарно ли это? Уже запах на кухне стоит обалденный. А вы представьте, еще мы добавим чесночок, добавим зеленушку нашу. Как все эти ароматы встретятся, будет обалденно. Обалденно вкусно. Что еще надо? Поэтому все готовьте с хорошим настроением. Да, и самое главное, из качественных продуктов, ребята. Тогда у вас все обязательно получится. Давайте посмотрим, ребят. Вот шикарно. Овощи уже немножко размягчились. Прошло только полчаса. Посмотрите, какой цвет. Всегда мы начинаем ей кушать глазами. А потом уже включается мозг. Ребята, наш шедевр почти готов. Нам осталось нарезать зеленушку и чеснок. Да, я еще добавлю листики сельдерея. Это придаст свежесть нашему блюду. Вот мы нарежем сейчас вот так. Вот такая красота, ребята. Чесночок пошел. И сейчас нарежем нашу зеленушку, ребята. Вот так. Запах уже обалденный. Это будет вкусно. Накроем крышечкой. Еще на 5 минут выключим и пусть настаивается, отдыхает. Ребята, вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, какая нежная, мягкая котлетка. Посмотрите, какая мягкая, нежная, сочная. Ну, очень вкусная. Ну, просто очень вкусная. Посмотрите, какая красивая. Мягкая, посмотрите, какая мягкая. Видите, какая получилась красивая. Вот такая фрикаделька. Сочная, нежная, ребята, у нас получилась. Подлива идеальная.
Мы сварили рис с нашим рисом, с нашими овощами. Видите, это синенькие. Какие невкусные, ребят. И наша тефтелька. Ребята, все вместе. Обалденный аромат, обалденный вкус. Повторяйте мой рецепт. Ставьте лайки. Пишите комментарии, ребят. Всем мира, добра и до новых встреч. Всем до свидания, ребят.